Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим с вами о некоторых вещах в вашем доме. Если вы их увидели, нашли случайно или вас это привлекло, срочно это вам нужно выбросить. Почему? Потому что вы начнете беднеть и болеть. И именно эти вещи, к сожалению, очень часто появляются в нашем доме, как мы думаем, случайно, или мы по своей забывчивости можем в том или ином месте оставить. Но вы должны понимать и то, что если вас привлекло что-то, и вы обратили внимание, что вам что-то не нравится, знайте, что такие находки, такие вещи, предметы, украшения в вашем доме означают лишь одно – это порча. И вот на такие вещи, на такие находки вам нужно обращать внимание. Никогда не игнорируйте. Бывают такие ситуации, когда вы, например, смотрите телевизор и видите под столом какая-то безделушка валяется. В первую очередь запомните, если это вас привлекло внимание, это неспроста. То есть высшие силы, домовой, ангел-хранитель ваш, он пытается вам указать на что-то, дать определенные знаки, чтобы вы начали разбираться, понимать и осознавать, а что же в реальности происходит в вашем доме. Дело в том, что, как правило, если вы находите те или иные вещи в своем доме, хотя вы знаете, что это не ваша вещь, не ваш предмет, вы ее туда не клали, как правило, это порча. И, конечно же, это плохо. Но бывает и другая ситуация. Вы нашли вещь, которая и была вашей, но просто на каком-то этапе вашей жизни она просто-навсего исчезла, потерялась. И многие люди интересуются, а что же это значит? Как же быть в такой ситуации? Потому что вы ее искали, например, месяц, полмесяца назад или неделю. Вы знаете, что вы ее клали то ли на шкафчик, то ли на стол, то ли в шкатулочку свою любимую. И когда пришел момент ее брать, вы там ее не нашли. Но в данный момент, в данную секунду эта вещь нашлась, и она привлекла ваше внимание. Здесь вам нужно понимать следующее, как вы ее нашли. То есть, например, вы часто пользовались своей там любимой заколочкой, это могла быть колечко ваше, это могла быть какая-то резиночка, и она пропала, она просто исчезла из вашего поля зрения, и вы даже спрашивая своих близких людей, с кем вы проживаете в одной квартире или в доме, и все говорили о том, что ой, не знаю, и так далее. И вот здесь высшие силы Вселенной говорят о том, что эта вещь уже не ваша, она несет деструктивные энергии, и вам нужно от нее избавиться. Да, очень часто бывает, что эта вещь, наоборот, она любимая ваша была, и вы ней очень часто пользовались, и вы прямо знали, где вы ее положили, но наступил какой-то момент, и произошел разрыв энергии. Бывает так, что сущности низшего порядка, знаете, вот должна была произойти атака на вас, но она произошла на вашу любимую какую-то вещь. И вот здесь ваша задача с легкостью отпустить. Не стоит ее уже надевать, не стоит ее использовать в своей жизни. Просто отпустите. В таком случае, что мы с вами делаем? Просто возьмите, заверните ее в черный пакет и вынесите из своего дома. И в таком случае она вам не навредит. Помните о том, что это очень важно осознавать и понимать. Бывает и другая ситуация. Вы нашли вещь у себя в доме, это ваша вещь изначально, но она именно была полезная вам, то есть вам было с ней комфортно и удобно работать. Ну, например, мог быть фен, да, который вам он очень нравится, но опять же вы его потеряли со своего поля зрения, хотя такое очень редко бывает. Но знаете, если такое произошло, вам нужно попрощаться. Но как правильно нужно попрощаться? Именно пусть такая вещь полежит у вас в доме или в квартире более недели,
недели, но очень важно, чтобы именно эта вещь находилась там, где вы не спите, где вы не кушаете, где вы не отдыхаете. Это очень важно. И после этого, как прошел период, вы сами для себя должны решить, то есть эта вещь у вас хранится в том месте, где вы не находитесь, да, постоянно, например, целую неделю. После этого вы ее достаете, благодарите ее, благодарите за помощь, за то, что она вам оказывала услугу какую-то или какую-то помогала вам в чем-то. И после этого опять же заворачиваем черные пакеты и выносим. Кто-то скажет о том, что а что я могу выбрасывать такие дорогие вещи, ну вот не могла найти, ну и что, и так далее. Вы должны понимать и то, что вы должны научиться работать на уровне энергии. Если вы чувствуете, что на уровне энергии к вам идет определенная информация, что это вам не нужно уже, или это уже отработанный материал именно для вас, не цепляйтесь, не держитесь, потому что в один прекрасный момент просто потеряете больше. Самое простое тот же фен, да, вроде бы бывают достаточно дорогие модели фенов, и вы испугаетесь, что ой, что же я выброшу, когда он у меня верой и правдой мне служил очень долго. И вы оставите, но может произойти другая ситуация. Этот фен возьмет и сгорит, да, он перестанет работать, вы пойдете в мастерскую, будете чинить и так далее, вы будете тратить свое время, мастер будет рассказывать вам самые страшные истории про ваш фен, или другая ситуация, произойдет какое-то замыкание и перегорит не только ваш фен, но и перегорит, например, другая бытовая техника. Поэтому вы должны научиться с легкостью убирать, отказываться от того в вашей жизни, что вам уже не нужно, потому что высшие силы вам уже готовят новые интересные жизненные события, ситуации, в которых вы сможете купить не только фен, но и к фену, и возле фена, как говорится. Поэтому научитесь вот принимать и легко избавляться от тех иных вещей. Дело в том, что мы с вами живем все в материальном мире, хотим мы этого или нет. И когда мы живем в своем материальном мире, мы очень с вами привязаны к материальным вещам. Самое интересное, к нематериальным вещам мы готовы где-то чем-то поступиться, отказаться, потерять совесть, да, но никак не материальными вещами. И очень важно, что если вы сильно зациклены на материальных вещах, в вашей жизни ничего хорошего не будет, потому что вы постоянно зациклены, вы постоянно, как белка-то в колесе, прокручиваете одни и те же ситуации, моменты, и жизнь дает вам же такие же самые ситуации. Обращаем на это ваше внимание. Но бывает еще один интересный момент в вашей жизни, когда вещь какая-то теряется в вашем доме или в вашей квартире, вы не можете найти, потом она повторно находится, вы счастливы и довольны, потом она снова теряется и снова находите. Вот здесь сразу избавляйтесь от таких вещей, потому что именно вы должны понимать, что на эту вещь поступило много деструктивной вот этой энергии, такой вот негармоничной, которая влияет и на вашу сферу денег, и на достаток, и на благополучие, и на здоровье, на счастье, на личную жизнь. И вы должны понимать, что вы лучше себе от этого не делаете. Давайте проговорим те вещи, которые вот вам нужно сразу же выкинуть, если вы нашли их у себя дома. Первое – это иголки и булавки. Но это если в том случае, если вы их не потеряли. Но если вы видите, что происходит вот такая магия с остроколючими предметами, то ни в коем случае не рискуйте и выбрасывайте сразу. Но помните о том, что мы никогда не берем своими руками или резиновые перчатки, или возьмите салфеточку и выносим. Желательно обдать это огнем по возможности. Да, металл не горит, но вы обдали огнем, вы уже убрали определенную энергию, которая была направлена в ваш адрес. Если эта иголка, очень здорово, если вы выйдете и в перчатках или в салфетке поломаете иголку и булавку. Если не получается, не рвите сердце, попробуйте обдать огнем, выбрасывайте, лучше выбрасывать там, где чтобы люди не
ходили и возвращаетесь. Это очень важно. Далее, вы у себя в квартире или в доме можете найти черное перо, острое на конце. Это вообще вам нужно, тут скажет, а что так бывает? Девочки и мальчики, бывает настолько случаи вон выходящие, что иногда, знаете, как бы диву удивишься, что люди готовы идти на все, чтобы у других забрать и достаток, и благополучие, и здоровье, и личное счастье. Далее, если вы у себя дома нашли монету ржавую, какую-то грязную, затертую, также это могут быть купюры, обращайте на это внимание. Далее, что вы можете найти? Мы сейчас вам скажем, вы вообще удивитесь. Вы можете найти маленькое фото, ваше фото может быть маленькое, или фото маленькое, опять же, ваших домочадцев. Возможно, знаете, бывают фотографии, которые люди вкладывают себе в кошелек. Вот, обратите внимание, откуда она появилась, вот она может валяться у вас на полу, под батареей, то есть в том месте, где вы бы не обратили вообще никакого внимания. И в таком случае, конечно же, в такую фотографию нужно обязательно сжечь, а пепел развеять по ветру, потому что если вы, например, знаете, что вы ее храните в кошельке, тут ни с того ни с сего она исчезла у вас, а потом у вас появилась в доме, знаете, с такими вещами шутки не шутят. Обращаем на это ваше внимание. Далее, если вы у себя дома нашли колечко, заколочку, браслетик, и не обязательно это должно быть из золота или из серебра, то обязательно, и это вы знаете, что не ваше, выбрасывайте. Бывает другая ситуация, что кто-то обронил из ваших знакомых, из ваших родных, который кто-то у вас был в квартире. В любом случае не берите руками. Вы не знаете, кто какую программу поставил на это украшение. Возьмите на салфеточку, позвоните тому человеку, скажите, что вот вы нашли. И самое важное, такую вещь отдавайте в конверте или в салфетке, но сами не дотрагивайтесь, потому что как только вы дотронулись, вы взяли на себя часть этой программы. Нужно ли вам это? Точно нет. Далее вы можете найти у себя дома расческу, да не просто расческу, а расческу еще и с волосами. Обязательно выбрасывайте. Не стоит рассматривать, ой, а чья же это расческа, ой, а чьи это волосы. Что самое интересное, выбросив это, а лучше спалив, обязательно появится хозяин, который скажет, ой, слушай, а у тебя, я случайно не забыла расческу, и так далее. Скажите, что вы не знали, чья это, и просто-навсего выбросили. Но опять же, руками мы это не берем, это очень важно. Также скажите это своим деткам, несовершеннолетним, не объясняйте, что это магия, что это все так порча и так далее, просто объясните, что чужое, даже в вашем доме, если будет что-то появляться, особенно после гостей, чтобы они пригласили и вас, и вы знаете, что делать. Далее, что вы можете еще найти у себя в доме? Вы можете найти какие-то записки, вы можете найти документы, которые вообще никакого не имеют к вам отношения. При этом на них могут быть написаны, как вариант напечатаны какие-то денежные суммы. Обязательно выбрасывайте. Но как мы это выбрасываем? Вы знаете, что это не ваше. Бывает, что к вам приходят гости, да, и человек с папкой, там, с документами, у него какое-то судебное разбирательство, и он оставил вас. Это одна ситуация. Но когда вот вы находите что-то, знаете, какие-то кусочки чего-то, и оно не имеет никакой информации, сжигаем обязательно. И при этом не бойтесь, просто-навсего сжигать. Тот человек, который бы потерял, да, он обязательно вам бы позвонил и сказал, слушай, я, наверное, у тебя забыл там-то и там-то какой-то документ. Ты не мог бы посмотреть? Кроме того, люди, как правило, не теряют документы. Или если они теряют, то не теряют, как правило, да, комплект документов, потому что так не может быть, что было потеряно непонятно что или кусочек какого-то документа, да, есть определенные документы, которые мы с вами знаем, когда действительно человек мог потерять. Например,
вам что-то показывал, да, объяснял и забыл. Это одно. А другое дело, когда вы внезапно находите такие вещи, то в любом случае избавляйтесь. Но помним, всегда никогда не берем руками. Перчатками нет перчаток, берем салфетки и обязательно сжигаем. Не получается сжигать, мы выбрасываем. И очень важно, чтобы вы от всего этого избавлялись, потому что очень часто человек начинает делать как Шерлок Холмс, вести расследование, кто, как оно попало в дом и так далее. На этом этапе это уже бессмысленно, потому что вы должны понимать, что в вашем окружении обязательно есть человек, который несет негатив, который вам завидует, и вы должны, конечно же, его выявить. То есть вы должны сами для себя понять, кто это был, в какой момент, потому что если вы убираете достаточно часто, делаете генеральную уборку в квартире или в доме, то вы точно знаете, что, например, 2 недели назад этой вещички еще не было. Так вот, далее, что очень важно, после такой вот находки в вашем доме, и вы избавились, вы должны вернуться к себе домой. Обязательно вымыть руки, умыть лицо. Лучше, конечно, если вы примете душ и обязательно помоете волосы. И после этого в каждом помещении, в каждой комнате вам нужно сказать следующие слова, потому что именно эти слова помогут очистить ваш дом от негатива, от того зла, от тех мыслей, от тех вибраций, которые были направлены в ваш дом и ваш адрес. Итак, какие слова нужно сказать? Убираю со своего дома, очищаю любую энергетику в своем доме, принимаю с благодарностью мыслимые и немыслимые блага. И вот эти слова нужно произнести в каждом комнате, в каждом помещении. И после этого улыбнуться себе и пожелать себе только самого всего наилучшего. И теперь, друзья, вы знаете, на какие вещи вам стоит обращать внимание и как от них правильно избавляться. Прямо сейчас в комментариях напишите слово «защита», пусть Вселенная, высшие силы вас охраняют и оберегают. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, чтобы между нами произошел энергообмен. Мы даем очень важную и ценную информацию, которую никто не дает. Девочки, мальчики, кто спрашивал касательно донатов, как вы можете нам помочь? В описании есть слово «донат» и дается ссылка, вы можете нам помочь, оказать поддержку, нам будет очень приятно, потому что мы действительно помогаем людям, и знаете, кто как чем может. Кто-то лайком, кто-то донат отправляет, кто-то напишет добрые слова. И вы знаете, это очень важно. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.